Легендарные 35АС-1, сверхпопулярные С-90, брутальные и любимые клевера и корветы, всеми желанные, но не каждому доступные 100АС-063. Вся эта акустика, производимая советской аудиоиндустрией, конечно же, не нуждается в лишнем представлении. А было ли что-то после, в частности после 91 года, хотя бы в течение ближайшего десятилетия? На этот вопрос мы и постараемся сегодня ответить, взглянув на некоторых представителей постсоветской акустики. И открывает наш сегодняшний выпуск более поздняя постсоветская модернизация знаменитой акустической системы от таллинского завода Punane Red в лице 35АС-021-2, которая отличалась от всех своих предшественников использованием более упрощенных низкочастотных громкоговорителей обычной конусной конструкции с бумажным диффузором, который был не только проще, но и значительно дешевле своего предшественника с плоской сотовой диафрагмой. И хотя номинально производитель и не изменил характеристики этой акустической системы, данные технические упрощения все-таки далеко не лучшим образом сказались на общей картине звучания всеми любимой Эстонии. Кливер 100АС-002 выпускались с 1992 года заводом «Красный луч» в Украине и от всех предшествующих моделей линейки отличались немного увеличенными габаритами корпуса, обновленными пластиковыми накладками на лицевой панели, а также использованием в качестве звукопоглощающего материала супертонкого стекловолокна. Рабочий частотный диапазон акустики составлял от 40 до 25 тысяч Гц, максимальная долговременная мощность 75 Вт, а масса каждой акустической системы достигала 32 кг. Эстония 130АС-002 и 130АС-003 выпускались с 1991 года акционерным обществом Red и отличались между собой лишь используемым в качестве низкочастотного звена громкоговорителем. Таким образом, в более ранней модификации с индексом 002 использовалась головка с плоской диафрагмой сотовой конструкции, а в более поздней с индексом 003 уже обычный конусный низкочастотный громкоговоритель. Обе модели были еще достаточно популярны, настолько, что с 1993 года Брянский электромеханический завод начал выпуск собственной акустической системы, полностью аналогичной данной акустике, под названием Союз 130АС-002, снабдив ее дополнительно двумя регуляторами уровней средних и высоких частот, размещенными на задней стенке акустической системы. Радиотехника С-90К выпускалась производственным объединением «Радиотехника» с 1993 года и представляла из себя трехполосную акустическую систему с пассивным излучателем. Пассивный излучатель в данной акустике устанавливался в верхней части лицевой панели и был изготовлен из используемого в ней же низкочастотного динамика путем лишения его магнитной конструкции и катушки. Диапазон воспроизводимых частот акустики составлял от 30 до 20 тысяч Гц, номинальное электрическое сопротивление 8 Ом, высота акустических систем превышала 90 см, а масса каждой системы составляла 25 кг. Электростатическая акустическая система Static M выпускалась с 1995 года Ленинградским заводом имени Калинина и отличалась использованием в ней электростатических элементов в качестве излучателей. Номинальный частотный диапазон акустики составлял от 30 до 30 тысяч Гц, сопротивление 8 Ом, а весила каждая акустическая система 26 кг. В конце 1999 года заводом была выпущена следующая модель электростатической акустики Static 2M, которая помимо возросшей до 70 Вт мощности отличалась также и увеличенными в значительной степени габаритами. Таким образом, высота новой акустики достигала целого 1,80 см, а масса каждой системы составляла около 40 кг. Vega 50АС-106-2 выпускались с 1996 года Бердским производственным объединением Vega и представляли из себя удешевленную версию модели 50АС-106. Система производилась практически в конце жизненного цикла производственного объединения Vega и изготавливалась на базе максимально простых и дешевых компонентов.
Таким образом, в качестве низкочастотного звена вместо ранее устанавливаемого 35 GDN 1.8 в акустике применялись два динамика 25 GDN 3.4, а в качестве высокочастотного звена и вовсе использовался конусный бумажный 3GD 31. В итоге, несмотря на схожий индекс, корпус и внешнее оформление, данная система не имела абсолютно ничего общего с предыдущей моделью. 100 AS020 выпускались с 1995 года Новосибирским акционерным обществом Ноэма и представляли из себя трехполосную акустическую систему с фазоинвертором. Диапазон воспроизводимых частот системы составлял от 30 до 25 тысяч Гц, сопротивление 8 Ом, максимальная мощность 100 Вт. А отличительной особенностью данной акустики было использование в качестве низкочастотного звена динамика собственной разработки и производства 75 GDN 4.4. И завершает наш сегодняшний выпуск поздняя, но все еще достаточно интересная акустика Corvette 180 AS001, которая выпускалась с 1999 года кировским заводом Ладога. Интересно, данная акустика была своей компоновкой. Средне- и высокочастотные динамики достались ей из советского наследия, а вот низкочастотный динамик был абсолютно новым и представлял из себя детище совместного с американской фирмой Macaulay производства. Диапазон воспроизводимых частот акустической системы составлял от 40 до 25 тысяч Гц, номинальное электрическое сопротивление 8 Ом, номинальная мощность 90 Вт, максимальная долговременная 180. Высота акустики превышала метр, а масса каждой системы составляла 25,5 кг. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у меня на сегодня все. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск был вам интересен и хоть немного понравился. Если это действительно так, с вас как всегда лайк, подписка и приятный комментарий. Ну а с нас еще много всего интересного. Хороших вам дней!